Pixus Ring. Вот такая вот колоночка, вот в такой вот коробочке с RGB, с влаговодозащитой IPX7. Достаточно неплохая и интересная. А вот с обзором на канале Технозон. Поехали, ребят. Слушайте, начнем сразу, вот не затягивая с того, что она из себя представляет. У нас есть сама по себе колонка. Тканевая текстура, есть у нас кнопочки. Смотрите, есть кнопка включения, кнопка регулировки громкости, кнопка play и pause. Это что у нас за кнопка M? Так, смотрим, что за кнопка M. Самому стало интересно. Это многофункциональная кнопка, как-то так, по крайней мере, было написано. Слушайте, ну и кнопочка спаривания, да, у нас 7-я, это режим работы, который у нас выбирается для этой самой колонки. Вот таким вот образом она выглядит. По бокам у нас вот такие вот резонаторы. Давайте сразу снимем наклеечки, чтобы они нам не мешали. Ой, слушайте, она текстурированная, прикольная. Давайте здесь тоже снимем. Здесь тоже такая текстура приятная. Нанесена тут какая-то гравировка, но это все не столь суть важно. Есть у нас вот такой вот, сейчас вытерем, вот такой вот Type-C вход для зарядки, разъем для MP3, ну, для карточки microSD, на которую можно MP3-шечку записать. И есть AUX. AUX очень часто спрашивают, есть ли в колонке в такой маленькой AUX. Давайте закроем. Это все дело, смотрите, заглушка, которая отвечает стандарту IPX7. Есть также у нас, видите, ремешок. Что у нас из аксессуаров есть в коробке? Сейчас мы посмотрим. Здесь у нас вот такой вот кабель Type-C и есть AUX кабель. Ну, больше ничего нету. Ладно, инструкция, само собой, есть. И немаловажный аспект, что в этой колоночке установлен чип Actions. Слушайте, ну, в общем-то, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот видео. А сейчас мы с вами пойдем посмотрим на сайт производителя. Вот и Pixus Ring. Мы на сайте официального, скажем так, производителя, продавца бренда Pixus. Ну, давайте посмотрим таким образом, будет более видно. Итак, Pixus Ring, колоночка, стильная и защищенная акустика. Мало того, она еще и с защитой от воды по стандарту IPX7. С такой защитой колонка Ring способна выдержать не только брызги, а и полноценное погружение под воду на глубину до 1 метра. Вот это, кстати, прикольно. Можно в бассейне слушать, не бояться, что попадет, на природу брать однозначно. Так, это универсальная колонка, которая равномерно и чудесно подходит для домашнего использования, а также для путешествий и приключений. Ну да, IPX7 это уже серьезно для колонки на самом-то деле. 10 часов выдерживает заряд, у нее 4000 мАч батарея. И самое интересное, здесь 2 динамика общей мощностью 20 Вт. Яркая подсветка, 360 градусов Surround Sound и RGB подсветка. На Bluetooth 5.3. Кстати, Bluetooth 5.3 прикольно, это очень сильно влияет на задержку. И мало того, еще и очень хорошо влияет на экономию заряда. Поддерживает карты памяти до 64 гигабайт. Ну, здесь они все красиво. Режим ТВС. Да ладно, это пейринг. Грубо говоря, вы можете взять 2 колонки и сделать Real Stereo. Блин, вот это прикольно, слушайте. Так вот 2 колоночки поставили, Real Stereo. Это очень классная тема. Самое интересное, вы можете их объединить в портативную стереосистему мощностью 40 Вт и звуком в 360 градусов. Класс. У них будут разные каналы. Левый канал будет синим, а правый канал будет белым. Вау. Слушайте, ну достойно по описанию. Давайте пойдем да послушаем уже эту колонку. Вообще ссылку на этот сайт я закинул вам в описании под видео и, конечно же, на продавцов на эту колоночку, чтобы вы могли пойти посмотреть цену. Попробуем ее включить. Сейчас мы ее включаем вот так вот. Вау. Я люблю, когда включаются колонки, такие какие-то звуковые эффекты. Смотрите, у нас вот такой вот RGB есть подсветочка. Мне прям интересно, а как вот ее ставить? Каким образом ставить? Потому что резонаторы у нас по бокам. Сейчас я буду ее уже подключать. Так, Pixus Ring под доступные устройства. Ну давай, подключайся. Она подключилась, но у нас здесь SBC показывает кодек. И AAC кодека нет. И сразу будем слушать. Я буду, кстати, записывать атмосферно еще звук. Для того, чтобы оно раз, два, три
записывает, раз, два, три, ну что-то записывает, для того, чтобы вы могли оценить качество звучания. Очень прикольно, что можно соединить, конечно, в пару. Стереопара — это один из моих любимых моментов в Bluetooth-колонках такого формата. То есть вы с собой взяли две колонки, разнесли по сторонам, и у вас очень-очень крутой звук. На самом-то деле он такой реальный ТВС, реальный True Wireless стерео. Давайте мы сейчас включим, попробуем по жанрам ее погонять. Так, мы включили, сделаем громче. У нас, кстати, громкость регулируется на колонке отдельно. О! Слушай, возьми ее в руку. Прикол. Прикол. Слушайте, классная колонка. Она, знаешь, что самое интересное? Я переживал, как она будет воспроизводиться, а у нее здесь ножки. У нее ножки. Ты понял? Ты ставишь, и звук становится еще более интересным. Блин, как сабвуфер работает. А дай мне подножку, а? Дай подножку, я накручу микрофон, вот эту нашу подножку, которую мы используем, для того, чтобы было более объемное звучание. Слушайте, первое впечатление, оно действительно вот не обманчивает. Очень приятно у нас работает. А что это за кнопка M у нас? Что она делает? Многофункциональная кнопка. Короче, слушаем. Так, мне интересно, что это за многофункциональная кнопка. После первого включения колонка перейдет в режим Bluetooth. Да. Кнопки управления, это понятно? Ах ты ж гад, нажал на кнопку М, а она, оказывается, может удалять режим Bluetooth и может входить в режим Bluetooth. Ну, короче, как-то так. Давайте уже слушать. Я вот это, когда начинаю заморачиваться с этим всем делом, давайте я попсу слушать. Слушай, прикольно звучит. Да? Ну, это такая попса, понимаешь? Не, попса не то. Тут надо электронику слушать. Слушаем электронику. Вообще прикольно ее, наверное, повесить с собой, да, куда-то на рюкзачок и на природу, да, там. Сейчас. Вообще, для столь маленькой колонки я не ожидал, что здесь будут там мега какие-то супер басы. Их здесь и нет супер басов. Такая маленькая колонка не способна, допустим, воспроизвести какие-то очень глубокие, крутые басы. Но для своего размера она выдает неплохо. Она выдает неплохо. То есть это колоночка, не пати-колонка. Ну, мы с вами уже делали обзор пати-колонок. Это колонка для повседневного использования. То есть вы можете ее поставить дома рядом с собой, слушать музыку. Вы можете ее поставить там на кухне, когда готовите. Вы можете брать ее с собой на природу, либо на работу, либо еще там в какой-нибудь парк, когда гуляете, поставили, она у вас играет. Честно говоря, вот для природы, с учетом ее IPX7 или в бассейн, посещение бассейна, вечеринки на бассейне. Вы их две сделали, да, там, грубо говоря, спарили, поставили две вечеринки на бассейне. И звучит она относительно неплохо, я вам скажу, очень даже... Смотри как. Она действительно звучит. Прикольно, резонатор у него, короче, этот. Да, а ну иди снимай своим смартфоном. Дай мне. Сейчас. Прикол. Сейчас. Смотрите, как резонатор у нас пляшет. Да, звучит неплохо, очень неплохо. Мне нравится. По крайней мере, для электроники, для попсы это хорошая колонка. А вот что хочется на ней еще послушать, это хип-хоп.
какой-нибудь. О, вот это неплохо, да? Сейчас. Да, даже басок прочувствуется чуть-чуть. Прикольно. А ну сейчас пробуем еще такую. Ну, смотрите, в общем-то, ее трудно назвать колонкой для дип-баса. Но вот, например, хип-хоп, достаточно басовые композиции, даже чуть-чуть басок чувствуется такой, знаете, более-менее нормальный для его размера. И, в принципе, электронику, бас и попсу здесь воспроизводить очень даже хорошо. Классику, вот я могу сразу сказать, я могу ее даже не пробовать. Я сейчас включу классику, но при ее частотных характеристиках классику на этом слушать нельзя. Вот, потому что для классики очень важен порог верхнего частотного диапазона, чтобы он был там как минимум 20 тысяч Гц или даже выше, до 40 тысяч Гц, для того, чтобы услышать там самые тонкие вот эти вот нотки звука виолины, самые тонкие нотки звука там каких-нибудь инструментов, фортепиано, там самых верхних нот. А здесь вот для классики это не подойдет. Да, в принципе, и колонка на это не рассчитана. Как, в принципе, наверное, и для джаза, особенно там прослушать джаз. Сейчас я выберу джаз. С учетом сложных вот этих вот... Хотя, слушай, нормально, но... Сакс нормально звучит. Сакс глубоко звучит, надо. Прикол. Это как-то и звучит, я вам скажу, для джаза. Честно удивлен. Знаете, вот совсем тонкие нотки вот этих вот тарелочек там и всего остального сложно различить, а в общем общая партия, достаточно объемный звук, глубокий, прям сакс, я прям вообще удивился. Саксофон, да, прям зазвучал такой. Я удивлен, да, не для классики, джаз, ну такое, соу-соу. Спокойно слушаем попсу, слушаем спокойно, допустим, тот же самый хип-хоп или какие-то электронику. А ну, знаете, что мне интересно? Рок. Рок. Давайте. Знаете, чего мне не хватает? Это больше такой фанк, да? Такой фанк-рок. Да, это фанк-рок такой. Знаете, чего мне не хватает? Мне не хватает эквалайзера, не хватает приложения. Но за ее цену, я думаю, что это абсолютно не то, что требовалось бы от нее, там, допустим, ожидать.
Вообще для рока, я вам скажу, это маломощная колонка. Для рока нужен достаточно мощный. Ну, трудно оценить это как высокомощную колонку. Нет, маломощная колонка для рока, но при этом рок на ней звучит. То есть вы разделяете инструменты, вы разделяете слова, вы разделяете партии, да, но я вам скажу, для рока нужно брать больше колонки. Что мне на этой колонке понравилось? Мне понравилось, как звучит действительно электроника, мне понравилось, как звучат, допустим, там некоторые басовые партии, тут такой зачатки серьезного баса чувствуются, понравился дизайн, вот этот вот RGB прикольный, и вот True Wireless, я не подумал про True Wireless, надо было 2 колонки брать. Мы бы запилили бы, да, одну здесь поставили бы, одну во второй комнате, и было бы вообще прикольно. Хорошо продумал вот этот вот момент с ножками. Я переживал, как, скажем так, эти нижние резонаторы будут отрабатывать, но с помощью ножек даже еще и звук более качественный, такой объемный получается. Поэтому, честно вам скажу, для путешествий, для дома, для развлечений, для детей, в конце концов, дети очень любят такие колонки, это очень неплохой вариант. Если с чем-то сравнить, я бы ее сравнивал бы по качеству звучания и по качеству, допустим, самой колонки с такими фирмами, как Tronsmart. Я бы соврал бы, если бы я сравнивал бы его там с каким-нибудь JBL и Marshall. Это далеко не JBL и не Marshall, очень далеко. Но уровня Tronsmart очень даже запросто. Очень даже запросто, и я могу рекомендовать ее за ее цену, за ее возможности. Неплохая получилась колоночка. Недорогая, с неплохими возможностями, с защитой IPX7, с погружением до 1 метра. И попробуй, какой у него материал. Вот этот вот материальчик. Пробуй. Да, вот оно, это, я не понимаю, это тканевая? Нет, а что это? Вот я вот, честно так и не понял. Да, это ткань. Это ткань. Такая очень... Это знаешь, какая ткань, вот эта вот, которая синтетика водоотталкивающая, да. Прикольно, на самом деле прикольно. Ребят, рекомендуем Pixus Ring, колонка. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.